Всем привет! Вы на канале Dasha Models, и сегодня я буду строить огромную самоходку. Это Якмансер Е100. И, к счастью, в металле ее никто никогда не изготовил, но в фантазиях и на чертежах она была. И Промпетер воплотил эту модель в 35-м масштабе. А сейчас я вам расскажу историю этого конкретного набора, модели подкидыша, и вы увидите, как я соберу этот набор. Итак, давайте смотреть, что же мне все-таки досталось. И на этой коробке мы можем понять, что ей уже не один десяток лет. По крайней мере, краска на таких печатных изданиях выцветает, наверное, примерно столько времени. И здесь изображен вымышленный танк Германии Е100, который едет где-то на развалинах европейского города, скорее всего, какого-нибудь Берлина. Но так как этот танк вымышленный, давайте допустим, что это какое-нибудь лето 45-го года. Это набор китайской фирмы, но автор здесь, кстати, уже успел многое сделать, так что давайте посмотрим, что же мне досталось. Это траки. Даже некоторые детали еще не распечатаны. Инструкция. Еще детали. Инструкция об окраске. Детали. Тут также виниловые гусеницы. И вот в таком состоянии автор начал сборку этого танка. То есть собрал, можно сказать, ну даже не собрал. По сути, это ванна корпуса, который на нее сразу окрасил. Причем использовал какой-то серебрянку, серебристый грунт. И нанес базовый слой краски. И довольно она легла у него неправильно, с огромной шангренью. Ну, для бронетехники это допустимо. Особенно посмотрите, как краска повела себя на днище танка. Ужас на самом деле. Можно попробовать это зашкурить или же оставить так как днище все равно мало кто увидит. Также здесь полуокрашенные катки. И мы, наверное, первым шагом и поставим их на свое место. А купить все необходимое для создания таких моделей вы можете в магазине «Модельная лавка». В частности, там я нашла жидкую окрасочную маску от фирмы Machete, которая мне очень пригодилась в работе над этой моделью. Применяя этот промокод на свой первый заказ, вы не только сэкономите 500 рублей, но и поддержите мой канал. Ссылочка на магазин и промокод есть в описании к видео. Итак, я устанавливаю катки согласно схеме. И так как модель уже окрашена, тут есть довольно толстый слой краски, что на катках, что на самой модели. И поэтому я даже не буду использовать клей, потому что катки встают с большим-большим натягом. Они и так никуда не денутся. Ну, как-то так. А теперь я перехожу к установке ведущего колеса и ленивца. И так как детали окрашены, я буду использовать суперклей. Готово. Также на свое место я установлю маску орудия и ствол. Эти детали не окрашены. Мне придется приклеивать их на уже окрашенный корпус. Поэтому для этой операции я буду использовать суперклей. Также за кадром я поставила на свои места прочие детали, которые не установил прежний хозяин набора. В частности, люки для экипажа, фурнитуру моторного отделения и в том числе и фототравленные детали. И вот так выглядит собранная и готовая к покраске модель. Виниловые гусеницы я пока монтировать не стала. Сделаю я это на более поздних этапах работы над моделью. И да, я попрошу вас в комментариях не называть эту самоходку ПТ-САУ. Этот термин придумали виртуальные танкисты, и к реальности он не имеет никакого отношения. Ну а больше контента обо мне, вне моделизма или неудачные дубли моей
Ну а больше контента обо мне вне моделизма и неудачные мои эмоциональные дубли вы можете найти на моей страничке на Boosty. А также вы можете поддержать там мою работу. Ссылочка на Boosty есть в описании к видео. А также большое спасибо моим спонсорам, которые поддерживают меня через функцию спонсорства и на YouTube, и через ВК-донат, и в моей группе ВК. Ссылочка на группу также есть в описании. А в группе я публикую мои текущие стройки и также работы моих зрителей. И я снова загрунтую собранную модель. Делаю я это аэрозольным грунтом для пластика. 9 мая 1944 года на совещании представителей фирмы Krupp и Porsche Krupp предложили начать разработку сверхтяжелой САУ с 15 или даже 17-сантиметровым орудием. И первоначально был вариант создания такой машины на базе танка Маус разработки Porsche, но от него быстро отказались, так как в силу размеров и веса ее нельзя было перевозить по железной дороге. И по иронии судьбы я снова буду окрашивать корпус в зеленый цвет. Я буду изображать классический немецкий трехцветный камуфляж. И по канону в этом камуфляже присутствуют 3 цвета: желто-оливковый, зеленый и коричневый с красным подтоном. И начну я работать над камуфляжем именно зеленого цвета, хотя по художественной логике надо начать с наиболее светлого оттенка. Но желтый, который ляжет на зеленый цвет, даст более холодный оттенок. И модель будет смотреться, мне кажется, более мультяшной. И тут я, собственно, использую новинку от фирмы Machete. Это жидкая красочная маска. Это нечто вроде слайма. Эта субстанция не взаимодействует как уже с закрашенным слоем краски, так и с новым, и не засыхает на открытом воздухе. И потом она отлично снимается с модели, не оставляя следов, что я, собственно, и покажу вам чуть позже. И в отличие от пластилина, она не оставляет даже жирных следов. Теперь нанесу темно-коричневый слой камуфляжа, и работать я буду красками, которые идеально подходят для работы над немецкими бронированными монстрами. Краски Pacific 88. Они идеальны хотя бы только из-за названия. Выбор конструкторов пал на Е100. Разрабатывать истребитель танков предложили Krupp, но из-за того, что в конце 1944 года Адольф Гитлер приказал прекратить все разработки над сверхтяжелыми танками, разработка Jagdpanzer Е100 даже и не началась. Так и не была даже выбрана пушка для нее. Продолжу наносить маски для финального 3-го слоя. И обратите внимание, что я наношу новый слой маски прямо на окрашенную модель, на старый слой маски. И Jagdpanzer Е100 – это частично выдуманный проект немецкой противотанковой САУ времен Второй мировой войны и представляет собой мощное 150 мм орудие, размещенное в закрытой тяжелобронированной рубке, установленной на базе тяжелого танка Е100. Проект тяжелого самоходного орудия прорыва предполагал установку на базу танка Е100, и по некоторым данным имелся проект самоходки с передним расположением рубки, что еще более нецелесообразно, а логично, так как подобное решение приведет к перевесу конструкции и падению танка. Jagdpanzer Е100 конструктивно сочетает в себе ходовую часть Е100, рубку в виде измененной башни, опять же Е100, и тяжелое противотанковое орудие. На крыше рубки должна была быть командирская башенка-зенитка с вооружением в 20 мм. На крыше мог бы быть расположен кран для загрузки снарядов в рубку. И, наконец, я наношу 3-й слой краски, немецкий оливково-желтый. Данный истребитель танков мог разрабатываться с мая 1944 года по апрель 1945 фирмой Krupp на шасси тяжелого танка Е100. И, наконец, я могу начать снимать маску с модели. И я очень боялась начать эту процедуру, так как у меня был очень неприятный опыт работы с аналогичным продуктом от Gemscale. Тогда я работала над танком Leopard. Там тоже был трехцветный камуфляж, и тогда я использовала жидкие маски от Gemscale. И в конце работы мне надо было снять маски, и они превратились в что-то непонятное, месиво из масок и краски, которые никак не хотели отлипать от модели. Производитель порекомендовал мне снимать маски ластиком, но это было довольно больно для нанесенных слоев краски. В общем, я забила на этот продукт от Gemscale. Надобность танка была в том, что в мае 1944 года РККА быстрыми темпами наступали на Германию, и требовался танк, который можно было запустить в Сирию, выдвинуть на фронт и заморозить темпы наступления РККА. Но по ряду причин данная САУ воплощена не была. И первая из причин – это большая масса. Платформы и мосты не выдерживали бы массы в 140 тонн. Вторая причина – неосуществимость. Ведь неосуществимость была в том, что само шасси Е100 так и не было полностью собрано. Из-за проблем с каучуком в Германии самые поздние машины времен Второй мировой войны оснащались опорными катками с внутренней амортизацией, и поэтому резиновых бандажей у модели не будет. Но мне надо будет окрасить беговые дорожки катков в металлический цвет. Третья причина – дороговизна. Производство такого гиганта было максимально затратным, что было непозволительной роскошью для немецкого танкостроения позднего периода войны.
Также я окрашу приборы наблюдения у тяжелой самоходки при помощи прозрачных лаков от Tamiya. И поскольку эта вымышленная самоходка будет оборонять вымышленный Берлин в вымышленном 1945 году, мне надо нанести следы эксплуатации. Самый первый шаг будут сколы. Тут интересный камуфляж и есть над чем поработать. Первый слой сколов будет сколы камуфляжных пятен до основного цвета. И я напомню, что немцы красили свои машины не так, как я. Базой служил желто-оливковый, и только на него наносили камуфляжные пятна. Причем немецкий камуфляж – это отдельный вид искусства. Камуфляж, как правило, наносили уже в боевых частях, и рисунок во многом зависел от творческих задатков командира части и также экипажа машины. Кто-то относился к нанесению камуфляжа чисто формально, а кто-то очень творчески, придумывая собственные паттерны. А потом я нанесу сколы до металла на основные участки окраски самоходки. Наношу сколы я при помощи губки для мытья посуды тычковыми движениями. Смывкой выделю рельеф модели, и для такого камуфляжа отлично подойдет смывка темно-коричневого цвета. Ну и четвертая причина – огромный вес. Внушительные габариты и вес танка не позволили ему передвигаться по пересеченной местности и также по мостам. Jagdpanzer E100 в металле никогда не существовал, хотя подобные идеи о создании штурмовой САУ на базе E100 имелись в перспективе у немецких конструкторов. Масляными точками я изображу смытые остатки пыли от уличных боев в осажденном Берлине. А пигментом я слегка припылю ходовую часть немецкого монстра. И также я украшу сажей дульный тормоз огромного орудия и выхлопные трубы. И вот такой монстр у меня получился. И на этой модели у меня получился наиболее удачный камуфляж в виде вот таких вот пятен не очень ровной формы. И раньше я использовала скотч, но здесь я использовала эластичную маску. И это первый опыт у меня использования похожего технологии для нанесения камуфляжа. И мне кажется, получилось очень даже хорошо. Конечно, есть маленькие нюансы, но я думаю, что видны они только мне. Надеюсь, это видео вам понравилось. Я вас вдохновила на ваши собственные стройки. До новых встреч. Пока-пока.